Всем привет! Меня зовут Элина Федорова, и в сегодняшнем видео я вам подскажу идеи для новогодних и рождественских подарков. Я знаю, что для многих людей процесс выбора подарков, он очень сложный, и порой мы до последнего момента дотягиваем, не знаем, что подарить. Кто-то наоборот, там за полгода до праздника покупает подарки, то есть настолько серьезно к этому относится. И я скажу так, что я скорее из тех людей, которые наоборот дотягивают до последнего момента, потому что я обычно настолько занята, настолько у меня круговорот событий, что просто нет на это времени. Еще лично для меня проще покупать подарки женщинам, нежели мужчинам. Когда нужно выбрать подарок мужчине, то я вообще теряюсь. Так вот, сегодня я собрала для вас список вариантов подарков, которые будут, в принципе, универсальными и подходить для мужчин и для женщин. Знаете, я лично не люблю бесполезные подарки, и людям тоже я стараюсь не дарить такое, знаете, лишь бы быстренько что-то подарить. Если вы совсем, например, не знаете этого человека, которому нужно дарить подарок, либо мало знаете, но подарить что-то нужно, в таком случае я считаю, что нужно дарить подарочные сертификаты. Сейчас можно в любом магазине на любой сервис купить просто подарочную вот эту карточку, где человек может уже на свое усмотрение себе что-то купить. Например, магазин косметики, да, вы дарите на определенную сумму эту карточку, девушка идет и покупает себе что угодно, либо вы дарите абонемент, например, в салон красоты, что девушка может выбрать потом любую процедуру, которая ей понадобится, и останется довольной. Либо это абонемент на массаж, какой-то спа. Итак, давайте перейдем к нашему списку идей подарков. Первый вариант — это подставка для ноутбука. То есть, если человек, вы знаете, что работает дома, либо много времени проводит с ноутбуком, обучается, часто связывается через видеосвязь, то подставка для ноутбука будет очень актуальной, и это очень практичная вещь. Следующий вариант — роллер для лица, либо различные массажеры для тела. Если говорить про массажеры для тела, это будет актуально как и для парней, так и для девушек. Кстати, в одном из своих влогов я показывала вам свой массажер, я его купила на карантине еще весной, очень классная штука, очень удобный, и если человек тем более занимается спортом, это очень хорошо расслабляет мышцы, улучшает кровообращение. Это могут быть абонементы на различные сервисы. Так как сейчас пандемия, все перешло в онлайн. Все, что касается каких-то развлечений, фитнес-клубов, обучения, все это онлайн, поэтому вы можете купить абонемент на то, чем увлекается ваш друг. Например, если он любит слушать музыку, вы можете купить ему подписку на Spotify. Если он любит фитнес, купите ему подписку на мой сервис Whisper. Именно для этого мы с командой сделали такую функцию, что вы можете купить подписку и выбрать период, с какого по какое число, и подарить ее своему другу. Также у нас на платформе будут действовать новогодние скидки, и вы сможете купить подарок по самой выгодной цене. Переходите по ссылке под этим видео. Так как сейчас маски стали уже практически атрибутом нашего гардероба, каким-то аксессуаром, как вариант, вы можете купить какую-нибудь интересную маску для ваших друзей. Я сейчас не говорю про уродливые маски, там, знаете, со стразами, с всякой ерундой, нет. Сейчас делают очень стильные маски, различные известные бренды делают тоже маски, то есть они минималистичные, просто с каким-то красивым логотипом, какие-то интересные, то есть это тоже как вариант. Еще один неплохой вариант подарка для девушек — это тюрбан. Это специальное полотенце для сушки волос. Это гораздо лучше, нежели обычное полотенце. Например, если у девушки слабые волосы, то есть слабые корни, волосы склонны к выпадению, редкие волосы, то обычное полотенце, оно только усугубляет ситуацию, потому что обычно оно тянет волосы вниз, поэтому для таких девушек тюрбан просто необходим. Тюрбан такая штука, которая подойдет абсолютно для всех девушек, а вот, знаете, наборчик, шампунь там а-ля кондиционер я бы не стала дарить никому, потому что, ну, если вы не знаете конкретный бренд, которым пользуется человек, то, знаете, экспериментировать вообще не стоит. Уход за волосами, за кожей — это очень индивидуально, и как бы есть огромный шанс того, что вы просто не угадаете, и подарок окажется бесполезным. Бесконтактная зарядка для телефона. Это очень удобная вещь, это универсальный подарок, который тоже подойдет для всех. Еще вы можете подарить набор металлических трубочек. Если это будет подарок осознанному человеку, я уверена, что он его оценит. Кстати, да, у нас дома есть такой набор. Обычно в наборе идет специальный мешочек для них и щетка для чистки, чтобы всегда поддерживать их в надлежащем состоянии. Это прекрасная альтернатива пластиковым трубочкам, которые очень загрязняют окружающую среду, как вы знаете. У нас, например, в Лос-Анджелесе все больше различных кафе, ресторанов отказываются от этих пластиковых трубочек. Starbucks отказался от пластиковых трубочек. И вообще идет тренд на то, чтобы, ну, как бы все больше и больше отказываться от пластика.
ну, хотя бы по мере возможности. Да, кстати, ребят, напишите в комментариях, как у вас в стране с этим. Можете подарить iTunes gift-карту. Это вообще один из самых лучших подарков, потому что сейчас существует огромное количество полезных приложений, сервисов, и иногда вы просто не можете знать, на какое бы приложение хотел бы подписаться человек, а так вы ему подарите эту карту, и он уже сам выберет и подпишется на то, что ему больше всего необходимо. Еще одним простым, но в то же время полезным универсальным подарком является подставка под телефон. Если вам удастся найти подставку еще с отверстием для зарядного устройства, вообще будет круто. Человеку будет очень удобно смотреть, что там у него на телефоне, возможно, что-то читать, смотреть, слушать и в то же время выполнять какие-то дела параллельно. Картина по цифрам. Да, действительно, сейчас много людей таким увлекаются, особенно это круто для тех, кто любит такую кропотливую работу, тем более это успокаивает очень нервную систему. Человек словно медитирует, погружается в себя. В общем, такой прикольный антистресс. А еще одним крутым подарком являются беспроводные наушники, AirPods. Это вообще крутая вещь. Я не представляю свою жизнь без AirPods, пользуюсь ими очень давно. Сейчас у меня AirPods Pro. Это, скажем, такая более усовершенствованная версия этих наушников. Поэтому, если вы знаете, что у вашего друга нет таких, обязательно купите ему. Для человека, который создает контент, просто необходимы всякие светильники, лампы, светодиодные ленты, подсветки и так далее. Поэтому, если ваш друг снимает ролики на YouTube, в TikTok, в Instagram и так далее, то обратите внимание на подарки, которые решают вопрос с освещением и картинкой в кадре. Еще одним интересным подарком является брелок, который коннектится к вашему телефону. То есть это очень полезно для людей, которые постоянно теряют ключи, например, таких как я. Это работает очень просто. Например, если вы потеряли ключи, вы через телефон можете сделать так, что брелок подаст сигнал какой-то, и все, и вы сможете их найти. Про зарядка для айфона. Обычная зарядка для iPhone, она заряжает там телефон, например, за 4 часа, а зарядка Pro, она его зарядит в 2 раза быстрее. Поэтому, если вы знаете, что человек много работает в телефоне, либо много сидит в социальных сетях, то он будет точно рад такому зарядному устройству. Еще одним классным вариантом подарка для практичных людей, как мне кажется, в особенности для парней, является насадка на кабель для зарядки. Часто вот этот кабель, он ломается, и насадка является отличным решением этой проблемы. Следующий вариант подарка – это передвижная беговая дорожка. Сейчас делают очень компактные беговые дорожки, которые легко сложить, спрятать куда-то, они не занимают много места. Тем более сейчас в период самоизоляции это очень актуально. И действительно сейчас образ жизни у людей такой стал более пассивный. Это вообще будет крутым решением. Я была бы рада, например, такому подарку. Также это может быть набор чая либо кофе, но тут вы должны быть уверены в том, что человек действительно пьет тот либо другой напиток. Есть очень крутые наборы с красивой упаковкой, то есть это дорогие сорта кофе, либо чая, разные виды. Также это может быть в комплекте с какой-то красивой чайной кружкой, либо кофейной. Также для любителей чая вы можете купить крутой набор для чайной китайской церемонии. То есть продаются такие специальные маленькие чашечки, специальные сорта чая. В общем, мне кажется, это крутой подарок. Еще вы можете подарить настольные игры. Это всегда актуально для людей, это всегда очень весело, интересно. И игры эти бывают разные, то есть они бывают порой очень сложные, там, на эрудицию, некоторые из них смешные, забавные, креативные, то есть можно выбрать на любой вкус, уже все зависит от темперамента того человека, которому вы будете дарить этот подарок. Bluetooth-колонка. Это очень удобная вещь, которая необходима каждому. Если вы знаете, что у вашего друга такой нет, обязательно порадуйте его таким аксессуаром. А можете подарить милую пижаму. Это тоже всегда актуально. Даже если у человека есть пижамы, одна еще лишней не будет. Тем более пижамы бывают разные, некоторые из них такие очень милые, уютные, комфортные, некоторые бывают смешные какие-то, веселые, некоторые сексуальные. То есть все зависит от того, кому вы будете дарить эту пижаму. Еще очень практичными подарками являются увлажнитель воздуха и очиститель воздуха. Мы с мужем уже давненько купили эти приборы, и это очень классные вещи, потому что раньше у меня постоянно пересыхала кожа, и я не понимала, в чем проблема. Потом, когда я купила увлажнитель, эта проблема решилась. И у многих людей бывают такие проблемы, как кашель, знаете, как будто симптомы аллергии, руки пересыхают, губы пересыхают, и человек не знает, что происходит, даже ищет какие-то заболевания у себя, а потом оказывается, что
все кроется в качестве воздуха в квартире. И вот такие приборы могут решить эту проблему. Ну и настоящая бумажная книга. Да, безусловно, сейчас все в онлайне, это практично, все мы переходим в это цифровое пространство, но тем не менее в настоящих книгах есть своя романтика. И если вы знаете, какими авторами увлекается ваш друг, либо родной человек, какое направление он изучает, возможно, книги по саморазвитию ему по душе, либо психология, либо художественная литература, то в соответствии с этим выберите ему крутую книгу с красивой обложкой. Я уверена, что такой подарок всегда будет актуальным. Это, пожалуй, все идеи подарков, которые пришли мне в голову. В комментариях обязательно напишите, какие подарки хотели бы вы получить и какие подарки будете дарить сами. Всех поздравляю с наступающими праздниками, а мы скоро увидимся. Пока!